Эта маска, девочки, стоит копейки, но делает с лицом то, за что обычно платят деньги в салоне. Косметологам, наверное, хочется, конечно же, чтобы мы не делали и не знали об этих масках, но вот эти маски, они заменяют очень дорогие маски в салонах. Главное это делать и не лениться. Привет! Вы на канале Мила Стар Азбука красоты, и сегодня мы с вами делаем омолаживающую маску для лица. Эта маска подходит для всех типов кожи, продукты для нее доступны, и самый главный продукт это дрожжи. Дрожжи очень хорошо питают, разглаживают морщинки, увлажняют и омолаживают нашу кожу. Они обладают большим количеством витаминов и минералов. Дрожжевые маски благотворно влияют на нашу кожу, они очень хорошо улучшают цвет лица. Я сегодня делаю универсальную маску для любого типа кожи. Беру 1 чайную ложку дрожжей. Их можно использовать в любом виде. Вы можете взять живые дрожжи или сухие, такие как у меня. Их работа будет одинакова. В дрожжи добавляю небольшое количество теплого молока. Добавляйте постепенно, чтобы не получилась маска у вас жидкая, и тогда придется добавлять еще дрожжей. Если у вас кожа более жирная, вместо молока добавьте теплую водичку. Чуть-чуть наливаю и перемешиваю все. Мне нужно, чтобы дрожжи хорошо разошлись в молоке. Давайте добавим еще немного. Вместо молока и воды вы можете добавить настои трав. Что это может быть? Ромашка, календула, мята или зеленый чай. Также можно сделать лавандовый чай, тоже очень хорошо для лица. Дрожжи я оставляю, чтобы они хорошо разошлись. Смотрите, дрожжи уже начали активно работать, это то, что нам нужно. Если вы будете брать живые дрожжи, возьмите чайную ложку с небольшой горкой, просто хорошо их разотрите, размягчите, можно даже на водяной бане их немножко размягчить. И смотрите по дрожжам, если нужно будет, то добавьте чуть-чуть молока или воды. Если не нужно, получится такая густая консистенция, то можете ничего не добавлять. Также я хочу сказать, что эту маску можно хранить в холодильнике 5-7 дней, не более. Только обязательно закройте маску плотно крышкой, чтобы туда не попадал воздух. Теперь к дрожжам я буду добавлять витамин С. Можете взять аптечный витамин С, добавьте 3-4 капельки. Можно взять сок лимона, добавлю 5 капель, где-то пол чайной ложечки. У нас получится легкий осветляющий эффект. Хорошо, давайте перемешаем. Также витамин С дает стимулирующий эффект в эпидермисе кожи. Происходят все процессы обновления намного быстрее. Цвет лица меняется, он становится более свежим и ухоженным. Обязательно на этом этапе очень хорошо перемешайте. Также в эту маску мы с вами будем добавлять или чайную ложку сметаны, или чайную ложку йогурта. Сегодня у меня это греческий йогурт, естественно, без добавок. И йогурт, и сметана дают тоже осветляющий эффект. Если у вас есть пигментация на лице, то вот сметана тоже очень хорошо с этим справляется. Также она еще питает и увлажняет нашу кожу. Хорошо перемешали. И сейчас сюда мы будем с вами добавлять еще один продукт. Вот такой консистенции получается маска у нас. Ее нужно сейчас немного загустить. И я буду добавлять рисовую муку. Если нет рисовой муки, вы можете добавить овсяную. Также можно рисовую муку сделать самим. Возьмите рис, хорошо несколько раз перебейте его в кофемолке, и у вас получится рисовая мука. Она очень нужна для нашей кожи. Сделайте и будете пользоваться. А рисовая мука продается в любом супермаркете, можете купить. Если нет на данный момент рисовой муки, можете добавить овсяную. Также овсяную муку вы можете сделать из овсянки. Толкушкой пройдитесь по ней несколько раз или пробейте в блендере, и у вас получится овсяная мука. Вот такой вам лайфхак. Делюсь секретами.
Беру рисовую муку, прямо вот так с горкой отправляем и перемешиваем. Все, хорошо перемешали. Видите, какая консистенция сейчас получается. Вот я уже добавлять сюда муку не буду. Если у вас получилась она редкая, то можете еще больше добавить муки. Рисовая мука также дает эффект и осветления, и омоложения кожи. А еще она очень хорошо скрабирует нашу кожу и убирает ороговевшие клетки. И после этой маски кожа, она как новая. Результат просто супер. Все, девочки, маску хорошо перемешали, она у нас уже готова. Наносим, конечно же, ее на очищенную кожу лица, не тонким слоем. Наносите потолще. И оставляем на 20-15 минут. Смываем маску теплой, а затем прохладной водой. И наносим увлажняющий или питательный крем. Эту маску можно наносить на кожу вокруг глаз. Также мы наносим ее на шею и на зону декольте. Шея и зона декольте выдают наш возраст. Поэтому, конечно же, нужно за этими зонами обязательно активно ухаживать. Делайте такую маску 2-3 раза в неделю. Желательно, конечно, делать курсом в 1 месяц. Не забывайте подписываться на мой канал, пишите свои комментарии, делитесь этой маской со своими друзьями и подругами. Возможно, она им тоже пригодится. Внизу есть кнопка «Поделиться». Нажмите на нее и поделитесь. Пишите комментарии. Жду. До встречи!